Урюпки, ну, классика. Всё. О, мама наша помахала нам. Да, а я вот тут чудо думал, что тут ворота стоят. А? Сколько уже на улице? 16, что-то уж начинает быть душно. Мне кажется просто. У 180 метрах вірні заточне вправо. Так. Раз мыл и домыл. Вірні заточне вправо. Это звук опять надо будет, кто появился. Ага, тут пробка. 816 километров, 10 часов ехать, 18:40 мы приедем. Ну это ж нереально. Типа сегодня? Да. Не, ну так едем. Поедем, там пока не встанем. найдем, встанем Да. и спим. Потому что... Так, ребята, ну чё, подведем итоги нашего этого корабля мечты и надежды, первого нашего совместного путешествия с Бонифацием, штурманом. Но это не Бонифаций, это уже Боначелло или Бонифачелло, ну что-то такое, это уже итальянский чувак. Ты, блин, дед чуть не кувыркнулся. Оступился, зараза, с палкой идет, куда смотрит, блин, как кувыркнулся. Там ступенька, наверное, туда по ребрик это. Его чудо куда-то понесло. Ну, что можно сказать? Шишки напили, много чего поняли, так как первый раз он, сами понимаете, первый раз. Сейчас это как бы там я и мы отрывками говорили, чего, куда и как. Ну а сейчас так вот просто все подвести итог или как сказать. Сделать какую-то заверку, резюме. Первая наша ошибка. Машину мы получили на 3 часа раньше, чем как бы должны были. Вот. Своего рода это спасло. Но в 9 часов я ее поехал получать, и в 12 мы выехали. Ну да, пока получил час, пока загрузили все. Ну и вот мы ее все загрузили, просто занесли сумки, побросали и поехали. Вот. Ну это вторая ошибка. Потому что первую ошибку я совершил я. Мы 16-го получаем машину, а я на 16-е заказал билеты на мероприятие. И в последний момент, за сутки там или чуть раньше, чуть позже, чуть раньше, я вспомнил, что я что-то накосячил. Я быстренько эти билеты перенес на следующий день, что ж тоже было ошибкой. Нужно нам было проехать 800 километров, 860 что ли. Вот. Ну и я топил по трассе, по магистрали. Смотри, как прыскиватели работают наверху. По магистрали топил, а несколько раз мне выскакивало, лимит прикрочен там или лимит скорости туда-сюда. Ну и при таких скоростях она жрет, блин, 15 литров на 100 километров на трассе. Вот. Поэтому мы потом сделали крейсерскую скорость 90.
но и поняли, что уже не успеваем, потому что приедем среди ночи, где-то чего-то искать, куда-то. А решили мы остановиться на ночлег, рано встать, и в 5 часов мы выехали, чтобы в 9 часов там быть. То есть, получается, вот ночь мы там, ну, поспали мы. Я не хочу сказать, что нет. Поспали, отдохнули, ну, в 5 часов утра. Подъем, примчались туда, там у нас был час, потому что билеты по времени. Бегом собрались, пошли, естественно, кое-что забыли, опять же я. Пришлось возвращаться, ну и потом руки в ноги и погнали. И идиот взял самый большой округ, который там можно было взять. Ну и где-то в половине мы поняли, что это уже не для нас такие марш-броски. Вот. И потопали мы назад. Так, потопали мы назад, а что дальше? Дальше мы взяли кемп на 2 ночи. Вот, чтобы один день отдохнуть. Условия там классные, кемп большой. Не совсем в том понимании, как кемп он где-то везде, но это как бы дополнительный у них заработок, они всех туда отправляют. Вот, я говорю, ну мы первый раз, мы как бы там под впечатлением, все там, не знали, как запарковаться, не знали, как это, ну, в общем, кучу чего не знали. Ну, ладно, отдохнули, вот. Там 2 ночи мы там отдохнули, или 2 ночи поспали, а день отдохнули. Едем дальше. Напланировали как-то маршрут. Что еще хотел сказать? Маршрута у нас вообще не было, мы не планировали, вот только... Что начнем? Да, вот куда приедем, с чего начнем, и оттуда потом на месте будем решать. Как бы и так можно, но лучше маршрут иметь. Какое-то хотя бы общее представление. Отсюда едем туда, там посмотреть то, там посмотреть то. Хотя сейчас в мир технологий смотреть где-то что-то, открыл интернет, посмотрел и едешь. И ничего сложного нет. Как? Ну, то есть надо тратить время искать, хотя можно было это дома подготовиться, хотя бы общее понимание иметь. Вот. Дальше. И вот нашли мы парковку, все. На берегу озера. Ну, вернее, оно как бы Адриатическое море, но там вот эти заливы, там не поймешь. Городка на карте как-то даже он как то ли отображается, то ли не отображается. В навигации его нигде нету. Как-то он интересный такой городок. Ну ладно, приехали мы туда. А пока мы туда ехали, вот еще такой вот момент. В навигации установлен маршрут бесплатных дорог. Не по платным дорогам. Платные дороги выключены. И вы едете по второстепенным, по всяким этим. Тут 2 момента. Если вам нужно срочно переехать с точки А в точку Б, то лучше платное. Потому что вы экономите время, свои силы, там, усталость. И вам нужно срочно переехать туда. Чем хороши вот эти второстепенные маршруты? Они открывают в плане увидеть чего-либо, что не увидите на автотрассе или там на магистрали, потому что проехали А из Б. Очень много вот этих быта, который находится мимо всех главных вот этих туристических трасс, или как правильно сказать. И вот мы нарвались на один такой, и прошло у нас там 3 или 4 часа. Плюс я еще заблудился, потому что там, ну, в общем, мой косяк, ладно. И 160 километров мы ехали, целый день, потому что мы еще заехали в магазин, на заправку, и еще поехали в один, там небольшой какой-то замок. Вот. И тоже приехали ухайдоканные, переночевали ночь, а оказалось там в сезон платная парковка, просто платная парковка, там 4 евро, по-моему, в сутки, там ничего нету, просто вот вам выделили место и все для автодомов.
И мы ночью только приехали, просто стали, все, переночевали, а утром нашли там дальше пляж, и оказалось, что уже по сезоне, он уже с 1 сентября, он уже бесплатная парковка. И мы переехали на пляж.